Здравствуйте, зрители моего канала! Я продолжаю обзор своей коллекции фильмов на DVD. И в сегодняшнем видео будут фильмы, которые выпустила студия Universal Pictures. Примерно 15 изданий сегодня покажу вам. Так что видео будет не особо длинным. И первый фильм, который хочу показать вам, это картина Оливера Стоуна с Томом Крузом, рожденный 4 июля. Специальное издание. Здесь у нас присутствуют дополнительные материалы. За данную картину Оливер Стоун получил Оскар за лучшую режиссуру. Данное кино основано на реальных событиях про военного, про солдата, который в Вьетнамской войне участвовал и после стал инвалидом, и затем стал антивоенным деятелем. И данного человека зовут Рон Ковиц, который родился 4 июля. И что интересно, Том Круз всего лишь на один день раньше день рождения празднует, а именно 3 июля. Сам Том Круз родился. Такое вот издание. Идем далее. И следующий фильм — это картина с Эминемом «Восьмая миля». Тоже достаточно известное кино. И самый известный фильм, в котором снимался Эминем. Здесь он играет именно главную роль. И данная картина стала обладателем премии «Оскар» за песню «Lose Yourself» «Потерять себя» в 2002 году. Такое вот издание. Далее еще один оскароносный фильм. Картина «Афера» с Полом Ньюманом и Робертом Редфордом, который выиграл в 1973 году 7 премий «Оскар», включая картину за лучший фильм. Данная картина присутствует у меня также в формате Blu-ray. Фильм «Афера». Далее еще один обладатель премии «Оскар» за лучший фильм. Это картина «Влюбленный Шекспир». В ней снимались Гвинет Пэлтроу, Джозеф Файнс, Джеффри Раш, Колин Фёрд, Бен Аффлек и Джуди Денч. То вручение «Оскара», на котором данная картина получила награду, был немножко скандальным, потому что он соревновался с очень хорошими фильмами, но победила данная картина. Фильм «Влюбленный Шекспир». Далее фильм «Покидая Лас-Вегас» с Николасом Кейджем и Элизабет Шу. Именно за данную картину Майкла Фидиса Николас Кейдж получил свой Оскар за лучшую мужскую роль. И данная картина выходила только на DVD с русским языком. «Покидая Лас-Вегас». Идем далее. И фильм Мартина Бреста. Знакомьтесь, Джо Блэк. В нем снялись Брэд Питт и Энтони Хопкинс. Данная картина у меня также есть в формате Blu-ray, как и фильм «Афера». Знакомьтесь, Джо Блэк. Далее фильм от режиссера, от создателя сериала «Гриффины» Сета Макфарлейна. Фильм «Третий лишний» про ожившего плюшевого медведя. И в нем снялись Марк Уолберг и Мила Кунис в главных ролях, и также Сет Макфарлейн, который в оригинале озвучивал данного медведя плюшевого. Третий лишний.
Следующее кино — это фильм. Это очень забавная история, в котором снялись Кейр Гилкрист, Эмма Робертс и Зак Галифианакис, которого вы можете знать по трилогии «Мальчишника». Данный фильм мне очень понравился, поэтому приобрел себе данное издание. С русским данный фильм выходил на Blu-ray, но только в зарубежном издании, поэтому пока в коллекции Blu-ray данного фильма у меня нет. Следующая картина. Фильм режиссера Джо Карнахана «Козырные тузы», в котором снялись Бен Аффлек, Джейсон Бейтман, Коман Энди Гарсия, Алишия Киз, Рэй Лиотта, Джереми Ливен и Райан Рейнольдс. Такой вот веселый боевичок. Веселый боевик. «Козырные тузы». Далее картина, которая является продолжением сериала «Светлячок». Это фильм «Миссия Серенити». Данную картину снял режиссер Джосс Уидон. И выходила она только на DVD с русским языком. Здесь у нас связано с космосом, у нас фантастика. Фильм «Миссия Серенити». Далее картина с Кирой Найтли, за которую она получила номинацию на Оскар, но не выиграла данную награду. Фильм «Гордость и предубеждение», где также снялись Мэтью Макфадьен, Бренда Блеттин, Дональд Сазерленд и Джуди Денч. Это экранизация известного романа писательницы Джейн Остин. «Гордость и предубеждение». Идем далее. И следующая картина — это фильм режиссера Терри Гиллиама. Достаточно известная фантастика, достаточно известная антиутопия. Это фильм «12 обезьян», в котором снялись Брюс Уиллис, Брэд Питт и Мадлен Стоу. Здесь у нас рассказывается про будущее. Также здесь есть перемещение в прошлое. Также достаточно известная картина. Следующий фильм — это картина режиссеров братьев Коэнов «О, где же ты, брат?», создателей фильмов «Большой Лебовски» и «Фарго». В данной картине снялись Джордж Клуни, Джон Туртура, Тим Блейк Нельсон и Джон Гудман. Далее ужастик с Клайвом Оуэном. Фильм «Пожиратели», который также выпустила студия Universal Pictures. И, наконец, последнее кино, которое я хочу вам сегодня показать, это фильм режиссера Ридли Скотта, картина «Ганнибал», в которой снялись Энтони Хопкинс и Джулиана Мур. Это продолжение фильма «Молчание ягнят».
И в отличие от «Молчания ягнят» и «Красного дракона», на Blu-ray данный фильм, заключительная часть в хронологии фильмов, увы, не вышел. Фильм «Ганнибал», который рассказывает про персонажа Ганнибала Лектора. Это было последнее кино на сегодня. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. А следующее видео про DVD будет посвящено уже локальным изданиям и будет последним из серии видео про DVD. На этом все. Пока.